Всем привет, меня зовут Прелестный Жнец, и сегодня у меня горит. Горит у меня сильно, ролик смешным не будет вообще, потому что ситуация на самом деле грустная, и происходит она сейчас во всем мире, и вот последний пример наиболее ярко иллюстрирует, в какой заднице мы с вами оказались. Дело в том, что буквально несколько дней назад одна из бывших девушек Мэрилина Мэнсона обвинила его в том, что в период с 2007 по 2010 годы, пока они с ним были в отношениях, он, как она выразилась, абьюзил ее. То есть сейчас слово abuse в английском языке очень часто используется в плане отношений. Она не уточняла, что именно происходило, она говорила, что это было вербальное абьюз, то есть как бы он, видимо, ей грубил, насколько я понимаю, и физический абьюз, то есть это именно применение физической силы. Девушка это Эван Рэйчел Вуд, которая сейчас является звездой сериала под названием «Мир Дикого Запада», одна из главных звезд этого сериала. И недавно она написала в Твиттере о том, что вот у нее были вот такие вот отношения, но сначала она не упоминала того, о ком шла речь, но как бы многие сразу предположили, что речь идет о Брайане Уорнере, то есть более известном нам всем под именем Мэрилин Мэнсон. В итоге, в конце концов, она все-таки признала, что да, действительно, я человека, который по отношению к ней себя вел таким образом, зовут именно Брайан Уорнер, что это Мэрилин Мэнсон позволял по отношению к ней себя вот так вести. И горит у меня не потому, что она все это сказала, что, скорее всего, для меня лично я считаю, что все это является полным бредом. Объясню почему. Дело в том, что, как я говорил, ситуация эта произошла, если произошла в период с 2007 по 2010 годы. То есть больше, чем 10 лет назад, сейчас 21 год. У меня возникает вопрос. Если в отношениях у тебя все было настолько плохо, почему ты об этом заговорила только спустя 11 лет после того, как имел место юридический прецедент с Эмбер Хёрд и Джонни Деппом? Когда, несмотря на то, что Джонни Депп доказал о том, что в отношениях именно физическое насилие применял не он, а в отношении него оно было применено, суд все равно встал на сторону женщины, потому что сейчас это модно. Вставать на сторону женщины, независимо от того, какая была ситуация. Здесь получается примерно то же самое. Человек 10 или 11 лет молчал. Она ничего никому не говорила, она не жаловалась на эти отношения. У Мэнсона после нее уже было куча отношений. И ничего, она молчала в течение всего этого времени. Если ты вся такая правильная и говоришь, что я вот понимаю всех жертв этого насилия, я сочувствую всем бывшим и будущим девушкам Мэрилина Мэнсона, вот всем, с кем у него отношения. Если ты, блядь, такая святая, почему же ты раньше об этом не сказала? Если ты вся такая правильная, где ты была 10 лет? Почему ты вдруг решила об этом рассказать сейчас? Как раз в тот период времени, когда вот эта феминистическая ЛГБТшная херня на самом пике находится. Но в данном случае у меня именно горит по поводу того, что достаточно просто сказать в Твиттере, в Инстаграме о том, что по отношению ко мне себя повели вот так-то и так-то. И никому не нужно вообще никаких доказательств. В данном случае среагировали все очень оперативно. Мэнсона вырезали сразу из сериала «Американские боги». Звукозаписывающая компания разорвала с ним контракт. Хотя по факту он еще не был признан виновным. И получается теперь, что не только в России судебная система действует от противного, то есть как бы и у нас, и в Соединенных Штатах действует презумпция невиновности. То есть по умолчанию человек, обвиненный в преступлении, в любом, считается невиновным до тех пор, пока суд не постановил, что он виновен. Даже журналисты, которые работают в суде, до вынесения официального приговора не имеют права говорить о том, например, что если речь идет про насильников, до вынесения приговора журналисты не могут называть подсудимого насильником, потому что фактически не доказан факт того, что он является таковым. То есть это является клеветой, по большому-то счету. А в данном случае получается, что мы танцуем от противного, что у нас презумпция виновности. То есть человека сделали виновным еще до того, как было доказано в суде его виновность. То есть он по умолчанию виновен, и теперь не обвинитель должен доказывать вину, а человек должен доказывать свою невиновность, и это бред. Потому что Вуд не предоставила вообще никаких пруфов. Ни единого доказательства того, что по отношению к ней было применено когда-либо насилие, нет. Если в случае с Хёрд и Деппом там было все понятно, она хотя бы сделала фотографии там, с синяками на лице и еще с чем-то, то здесь и этого нет. Здесь просто есть факт. Брайан Уорнер мне хамил и меня бил. Все. Точка. Ни одного пруфа,
Ничего. И сильнее всего у меня бомбит еще с позиции некоторых людей, которые после этого начали высказываться по этому поводу. Например, Роуз МакГоун, которая была в отношениях с Мэнсоном в период, там, в 90-х годах, в период выхода альбома Mechanical Animals. Она прислала скрин, буквально она выложила у себя, то ли в инсте, то ли в твиттере, скриншот, я покажу обязательно этот скрин, ее же сообщение, которое она отправила Мэнсону просто вот в личку в сообщение, она написала следующее, что «Я тебе не позволю использовать себя в качестве щита и прикрываться нашими отношениями, хотя у меня, она говорит, что в наших отношениях такого не было, и я даже написала, там у нее вышла автобиографическая книга под названием Brave, и в этой книге она очень лестно отзывалась о ее отношениях с Мэрилином Мэнсоном. Она говорит, я не позволю тебе все это использовать, чтобы себя защитить, потому что я по умолчанию буду на стороне Вуд просто потому, что она женщина. Вы понимаете всю суть пиздеца. То есть, неважно, виноват человек или нет, я буду на стороне вот обвинителя просто потому, что у нее члена нет. У нее нет члена, да. Логика где, блядь? Но зато нужно отдать должное Дите фон Тис, которая буквально сегодня уже опубликовала пост о том, что, я тоже его покажу, что я, говорит, все еще пытаюсь переварить все вот эти новости и должна, говорит, сказать, что за 7 лет, что я провела с этим человеком, не было ни единого похожего прецедента. Если бы они были, она говорит, я бы с ним не осталась, я ушла от него там через 7 лет из-за того, что у него развилась сильнейшая наркозависимость. И на фоне этой наркозависимости он как бы еще и ходил налево постоянно. Но он никогда не поднимал на меня руку, и он никогда как бы не позволял себе вот ничего из того, что было выше описано. И на удивление сейчас пока еще молчит Линдси Юсич, это как бы нынешняя супруга Мэрилина Мэнсона. Возможно, она молчит, потому что сам Брайан ей говорит, что не нужно сейчас ничего говорить. Потому что Мэнсон — это тот человек, который проходил через подобное уже один раз в своей карьере в 99 году, когда имел место массовый расстрел в школе в Колумбайне, и когда во всем обвинили его. То есть, когда кто-то из журналистов ляпнул, что стрелявшие были фанатами Мэрилина Мэнсона, и очень долгое время в СМИ муссировалась эта тема, хотя на самом-то деле всем уже давно стало понятно, что никакого отношения к творчеству Мэнсона эти двое не имеют. Тем не менее, козлом отпущения поначалу сделали именно его, и Мэнсон тогда вообще не выступал ни с какими заявлениями. То есть в течение очень долгого времени он хранил молчание и вообще никак не комментировал эту ситуацию. Потому что он считал, что если он начнет появляться на интервью, как-то пытаться комментировать все произошедшее, то это будет только подливать масло в огонь. Он высказал свою позицию после того, как весь вот этот скандал уже улегся. И сейчас, я думаю, происходит примерно то же самое. Горит у меня из-за того, что по большому счету сейчас складывается такая обстановка, что любая может просто ткнуть пальцем в любого человека и сказать, что он сделал по отношению к ней что-то не то, и все. И этого достаточно. У нас есть юридический прецедент с Джонни Деппом, и что бы этим не начать пользоваться? Любая обиженная воляшка теперь может просто ткнуть пальцем в любого парня, там, или в своего бывшего, или в кого-то еще, и сказать то, что типа, а вот он меня обидел. И все, и человек сразу становится персоной нон-грата. Плюс нет в юридическом языке такого слова, как abuse. Нет такого понятия, как abusing. То есть тебя по факту не могут привлечь к уголовной ответственности за то, что ты человека назвал сукой. Не могут. Ну, то есть просто вот как бы... Потому что нету определения этому слову. То есть для каждого слова abuse подразумевает разные вещи. Как бы, что можно считать? Например, может быть, в случае с Вуд, может быть, для нее является абьюзом то, что он реально ее нахер послал когда-нибудь во время разговора. А в качестве физического насилия, на виду, что он ее во время секса по жопе шлепнул в кровати. Это вот для нее это является абьюзом. Вот в ее случае, например. В случае с какой-нибудь другой женщиной это именно является изнасилованием, например. То есть, а не вот такими мелочами. Что считать правонарушением, что считать неправильным, что считать, где черта пройдена все-таки. Нет в юридическом языке такого понятия, нет определения этому слову. Есть определение слову изнасилование или есть определение сексуальным, развратным действием сексуального характера. Это есть в Уголовном кодексе и у нас, и у них. Понятия абьюз нет, у него нет определения юридического. И так что же считать-то тогда? То есть, поскольку пока у этого нету какого-то определения, абьюзом можно считать вообще все, что угодно, что человеку пришло в голову. На ногу мне наступили, я могу подать на этого человека в суд, потому что он по отношению ко мне, он причинил мне физическую боль. Логика где? Но в моем случае это не проканает, потому что я мужик. А если бы я был черным, проканало бы. Если бы я был геем, проканало бы. Если бы я был феминисткой, проканало бы.
То есть по факту сейчас меньшинства какие-то различные, они борются не за равные права. То, что мы видим, это неравноправие, за которое они якобы борются. Мы сейчас видим то, что они пытаются чашу весов в свою сторону склонить, чтобы у них было больше прав, и по факту это уже есть. То есть сейчас стрёмно и страшно быть обычным гетеросексуалом и белым. Просто потому, что тебя могут обвинить вообще в любой херне, вообще на пустом месте. И в это поверят, и на тебя повалятся все шишки. И ситуация с Мэрилином Мэнсоном — это первая пташка, поверьте моим словам, это первая залетная пташка после вот первого юридического прецедента. Если еще и с Мэнсоном проканает, я вас уверяю, нас захлестнет волна подобных скандалов. Она будет просто как цунами, потому что все обиженные овуляшки осознают, что теперь у них в руках появилась вот такая власть, что можно кого-то в чем-то обвинить и ничего не доказывать. Если бы та же Вуд, например, заявила бы об этом в 2010 году, ей бы пришлось доказывать эти факты физического или вербального насилия. Если физическое насилие еще хоть как-то доказать можно, то вербальное вообще нет. Ну, никак ты это не докажешь. А она это прекрасно понимала, что, скорее всего, это слишком долго, слишком геморно, и ничего из этого все равно не выгорит. А сейчас она дождалась того момента, когда у нее были максимальные шансы на успех. И она этот успех получила. И поэтому я лично, конечно, не верю ни единому вообще слову из того, что сейчас льется, просто потому что, говорю, человек, он даже не приводит никаких примеров. Она просто констатирует факт, что да, вот, он козел. И у меня сразу возникает вопрос. Вот к этим людям, которые все это говорят, которые тем более были в отношениях с Мэрилином Мэнсоном, ты что ждала? Ты что, не видела, с кем ты встречаешься? То есть вот одного взгляда на Мэрилина Мэнсона тебе, блядь, недостаточно, чтобы понять, что, возможно, в отношениях что-то может пойти не так. Как бы, ну все же нормально, нормальный же мужик-то, как бы, вполне себе. Чего ты, блядь, ждала? Что он в постели с тобой будет в миссионерской позе только, что ли? О чем ты, блядь, думала на тот момент? Что этот человек не ругается матом? Тут даже можно его тексты почитать, чтобы понять, что человек ругается матом. Как бы он даже это объяснял. И мне на самом деле проще поверить в позицию Мэрилина Мэнсона в данном случае. И явно как бы не только я думаю, очень многие вообще в мировом комьюнити встанут именно на сторону музыканта в данном случае. И не потому, что мы являемся какими-то там фанатами его творчества, хотя я никогда не отрицал то, что Мэрилин Мэнсон — это один из моих любимых исполнителей. Суть в том, как это все происходит. В том, что делается. То, что человек не предоставляет никаких доказательств и при этом намеренно рушит карьеру другому человеку. Хотя я понимаю, да, что как бы избиение женщин — это плохо. Но когда ты об этом заявляешь публично, это как бы дело полиции. Если тебя избили, иди в полицию, не нужно потом своим грязным бельем трясти в медиа. Если это имело место быть, это будет доказано, он понесет уголовную ответственность. Так это работает, а не нужно сразу спустя 10, блядь, лет бежать в Твиттер и орать, что вот со мной так поступили. Где ты раньше была? Чем ты раньше думала, когда начинала встречаться с человеком типа Мэрилина Мэнсона? То есть его репутации тебе было недостаточно, очевидно. Или ты в свои 19 лет надеялась на то, тебе, о, мне нравятся плохие мальчики. Да он даже на мальчика-то не особо похож. Особенно был в 2007-м, у него как раз такой прям имидж был вот своеобразный очень вот в тот период времени. Вот откуда вообще могло взяться вот это мнение о том, что он будет в отношениях милым и пушистым? Хотя, как говорит Дита фон Тис, например, все было хорошо. То есть никто по отношению к ней ничего плохого не делал. И опять же,
всегда у меня такое ощущение, что Мэнсон ее пристегивал наручниками к батарее. Ты же человек свободный, ты можешь, вот тебе не нравится, да, там, тебя обозвали, тебя ударили, ну уходи. Ты нахера это терпишь в течение такого длительного промежутка времени? Даже Вон Тис сказал, если бы хоть раз такое было, я бы ушла. Что тебе мешало уйти? Почему ты тогда все это терпела? Значит, тебя это устраивало, по большому счету. То есть, как бы, все было нормально. Тишина на 10 лет. Все вот эти вот факторы, они у меня лично вызывают ощущение того, что она просто затаила какую-то определенную обиду и решила сейчас воспользоваться ситуацией. Ну а почему нет, как говорится? Я больше чем уверен, что после этой ситуации с Мэнсоном таких исков будет огромное количество. Просто волна. И это страшно. Это действительно ситуация абсолютно отвратительная, абсолютно страшная. И мы катимся вообще в непонятное абсолютно направление какое-то. И суть даже не только в том, что это Мэрилин Мэнсон, а суть в том, что сейчас просто страшно что-то делать вообще в принципе по жизни. Если когда после инцидента с Шурыгиной в России парни реально начали бояться встречаться с девушками, и многие действительно начали перед тем, как с ней переспать, спрашивать у нее паспорт, и был у меня знакомый, который с девчонки расписку брал за то, что секс по обоюдному согласию. Настолько, блядь, это было. Сейчас, скорее всего... Я почему-то об этом не подумал. А надо бы, братан. Надо бы. И сейчас мы придем к тому, что девушки реально будут писать расписки после расставания, что я к нему претензий не имею. Что мы расстались по обоюдному согласию, претензий не имею и все такое. Мы можем до этого дойти, потому что мы живем просто в ебанистически каких-то странных временах. Я четко сейчас в этом видео встаю на сторону Мэрилина Мэнсона и высказываю ему свою поддержку. Что мы на его стороне в данной ситуации, что не все общество верит в то, что про него говорят. И не все люди от него отвернутся после вот этого скандала. Поэтому, как бы, последние ролики у меня был хэштег, что ни выпуска без Мэрилина Мэнсона, теперь будет хэштег «Руки прочь от Мэрилина Мэнсона». Потому что от вас, люди, он нажрался дерьма уже достаточно за свою жизнь. Это кажется, что он весь вот такой вот странный, но на самом деле, если разбираться подробно в его персоне, то это он схавал немало дерьма в своей жизни. И по отношению к нему были абьюзивные отношения со стороны его деда, который его пиздил. И он проходил через многое и так далее, и так далее. И уже хватит, наверное, просто одного и того же человека постоянно делать козлом отпущения. Я понимаю, что он идеальный кандидат на то, чтобы стать козлом отпущения. Просто идеальный, потому что он за свою карьеру сделал все возможное, чтобы его ненавидели все, кто не понимает, что он из себя представляет. И, собственно, сейчас пожинаем плоды того, что вот того имиджа, который он вокруг себя создал. Я сейчас в конце этого видео, как обычно у меня идет какой-то небольшой видеоклипчик, в конце видео, сейчас я просто, попрощавшись, покажу фрагмент его интервью после ситуации с Колумбайном, когда он впервые начал комментировать эту ситуацию. И мне кажется, этот комментарий уместен и сейчас, где он, в принципе, объясняет то, почему именно он, почему именно его выбирают для подобных ситуаций, почему именно он является козлом отпущения. Поэтому я со своей стороны с вами попрощаюсь и сейчас покажу этот фрагмент с интервью с Брайаном Уорнером в 99 году после расстрела в школе Колумбайн. Я понимаю, почему не выбрали меня. Потому что мое лицо легко увидеть по телеку, потому что я парень-постер для страха. Потому что я представляю то, что все боятся. Потому что я делаю и говорю то, что хочу. Потому что когда смотришь телевизор, смотришь новости, там и так много страха. Там СПИД, там убийства. И реклама. Купите Акуру, купите Колгейт. Если у вас плохое дыхание, никто с вами не станет разговаривать. Если у тебя прыщи, девчонки не будут спать с тобой. Это компания страха и потребления. Вот почему все на одной базе. Идея в том, чтобы напугать, тогда люди купят. И все просто. Дорогие друзья, к сожалению, в течение того, как я записывал ролик про вот ситуацию, сложившуюся с Мэрилином Мэнсоном, появился апдейт в новостных лентах, который я увидел вот уже после того, как ролик был записан, поэтому внесу этот апдейт сейчас. На самом деле ситуация, на мой взгляд, меня лично немного напрягла и немного встревожила, потому что я сейчас прочитаю, что произошло. Читаю с телефона, потому что не подготовленный абсолютно, только что увидел новость.
Множество сотрудников полиции Лос-Анджелеса появилось у дома рокера Мэрилина Мэнсона, обвиняемого в насилии по отношению к нескольким женщинам. Об этом сообщает в Daily Mail в четверг, 4 февраля. Как уточняет источник, полицейские пришли к музыканту домой, чтобы проверить, в порядке ли он. В правоохранительные органы якобы обратился обеспокоенный друг Мэнсона, заявивший, что не может дозвониться до артиста. По информации другого источника, полиция получила сообщение о тревожном инциденте, произошедшем в доме рокера. Сотрудникам полиции никто не ответил, и они покинули территорию особняка Мэнсона, однако через несколько часов вернулись к дому в большом составе и с полицейским вертолетом. Им вновь не открыли. Отмечается, что уже, это просто возвращаемся опять же к истории, из-за чего все произошло, из-за обвинений Мэнсона в насилии. Я не знаю, чем вообще кончится вся эта история, но новость довольно тревожная, если он не отвечает ни на звонки, ни на приезд полиции. Я не знаю, что происходит, может быть, в особняке-то нет, но на самом деле я не мог не вставить этот фрагмент, потому что новость на самом деле тревожная и будет очень грустно, если с замечательным музыкантом что-то произойдет из-за очередной овуляшки, который что-то там вспомнил и который что-то там не понравилось. Будем надеяться, что для него все обойдется, и буду следить за происходящим и по возможности делать какие-то апдейты, но все-таки будем держать пальцы за то, чтобы с товарищем Мэнсоном все было в порядке.